Начнем с того, что меня зовут Марина, и я работаю дизайнером в Halo, и также являюсь ментором на некоторых проектах. Сегодня я хотела бы поговорить о принципах дизайна, так как это первое, на что следует обращать внимание, если вы хотите улучшить свои навыки или в целом понимать, как хороший дизайн делается, то есть что в основе хорошего дизайна. Тема нашего доклада сегодня — принципы дизайна и примеры их использования. Начнем с того, что я покажу наш план, о чем мы поговорим сегодня. Мы поговорим об акценте, негативном пространстве, иерархии, масштабе, балансе и также других принципах дизайна. Принципы в дизайне — это... Начнем с того, что хороший дизайн в целом — это не случайность, это не приходит от вдохновения. Принципы дизайна — это универсальные идеи, которым стараются следовать для того, чтобы дизайн вышел эффективным и убедительным. Сначала хочу спросить у вас, дизайн какого сайта у вас вызывает негативное напряжение, и кому бы вы доверили бронирование своего путешествия. И таким образом мы посмотрим, как сильно дизайн влияет на принятие решений. Вы можете написать в чат, и какой вариант, кому бы вы доверили свое бронирование. Хороший отдых. Хорошо. Какие еще варианты? Пишите в чат для того, чтобы мы в целом сложили впечатление. Хороший отдых. Да, большинство людей выберут хороший отдых, именно вариант справа, так как визуально сайт кажется более надежным и внушает доверие. Зачем следовать принципам дизайна? Если мы будем игнорировать эти принципы, то дизайн будет выглядеть слабым, к нему не будет доверия, и он не будет выполнять бизнес-цель. Также, когда дизайн работает, люди это понимают, и им не нужно разбираться в дизайне, знать все эти принципы. То есть человек, который не является дизайнером, он выберет также вариант справа из предыдущего слайда, так как он будет интуитивно чувствовать, что здесь работают профессионалы. Первым принципом дизайна будет акцент. Акцент — это точка интереса, место фокуса и та часть, куда направлен взгляд пользователя. Принцип акцентирования используется, чтобы выделить некоторые элементы, придать им больше значимости или, наоборот, отодвинуть их на второй план, и чтобы они были не такими заметными. Для того, чтобы сделать этот акцент, мы можем использовать другие принципы дизайна, такие как близость, масштаб, контраст, негативное пространство и так дальше. Для того, чтобы... То есть все вот эти вот принципы могут повлиять на визуальный вес и на направление взгляда человека. Мы можем использовать эти принципы контраста, близости, масштаба для акцента как по отдельности, так и в комбинации. Давайте посмотрим, например, на этот сайт Cartier. На что вы обратили внимание, как только вы зашли на сайт? Так, можете... Я смотрю чат и
Жду, что бы вы сказали насчет этого сайта. Что привлекает больше всего внимания, как только вы заходите на сайт? Красная кнопка. Часы. Часы слева. Да, все так. Часы слева акцентируют больше внимания за счет своего цвета, размера. То есть здесь использованы несколько принципов дизайна для достижения акцента. Следующий пример вот такой вот. И здесь часы также являются акцентом. Они привлекают к себе больше внимания за счет своего размера, за счет, даже несмотря на то, что у нас фон также синий, но за счет своего размера они привлекают больше внимания. Еще один пример довольно популярного сайта Бенки. И здесь у нас акцент достигается с помощью цвета, с помощью размера, масштаба также. Здесь использованы несколько принципов дизайна. Следующим принципом является масштаб. Про масштаб можно говорить как субъективно, так и объективно. И если мы говорим о том, как использовать масштаб в дизайне, следует помнить о том, что кадрирование усиливает масштаб, что масштаб относительный и зависит от контекста и от объектов, которые находятся рядом с ним. Для того, чтобы дизайн выглядел целостным, лучше всего использовать объекты разного размера, большие, средние и мелкие. Вот на примере вот этого сайта мы можем увидеть, что у нас используется и большой заголовок, и средний подзаголовок, и вот такие маленькие элементы в качестве ссылок для меню. Из примеров можем рассмотреть вот такой пример из Halo Lab. Мы можем заметить, что почти на всех работах Halo все придерживаются вот этого принципа масштаба. То есть у нас здесь есть элементы разные по сложности и также разные по размеру. Есть основной элемент, который привлекает больше всего внимания, и есть более мелкие вот такие акценты, которые уже второстепенны. За счет этого дизайн выглядит более интересным, чем когда у нас все элементы одинакового размера. Еще один пример. Здесь у нас тоже используется масштаб. Масштаб в картинках и масштаб в тексте. Кадрирование усиливает масштаб. Вот как раз пример к этому пункту. То есть если бы у нас здесь были какие-то отступы, картинка казалась бы не такой масштабной, а так у нас еще сама фотография с приближенным лицом и плюс кадрирование. Этот прием помогает показать более драматично что-то. Еще одним примером принципа дизайна является контраст. Контраст может достигаться тоже разными способами. Благодаря контрасту люди легко различают элементы и также фокусируются на тех, которые более приоритетны. С помощью контраста также формируется визуальная иерархия. Следует также помнить, что контраст между текстом, например, должен быть достаточным для того, чтобы люди даже с нарушениями зрения могли его прочитать. Контраст с помощью размера достигается таким образом, как, например, в этих примерах, в варианте с
Слева у нас карточки разного размера. За счет этого мы сначала обращаем внимание на первую, которая больше всего, и затем уже на нижнее. Контраст помогает направлять наш взгляд и передвигаться по сайту. В примере справа у нас контраст достигается с помощью размера. Вот как раз он используется для текста. Заголовок у нас намного больше, и текст значительно меньше. Для того, чтобы контраст хорошо ощущался, должна быть значительная разница между объектами. То есть если у нас, например, вот здесь в левом примере карточка была бы слегка больше, чем вот эта, она бы не производила такого впечатления, так как разница была бы небольшая. То же самое касается текста. Если бы, например, наш текст вверху был значительно меньше, примерно чуть-чуть больше, чем body текст, тогда у нас также не складывалось бы такое впечатление, и нам было бы сложнее ориентироваться в иерархии. Также контраст можно достичь с помощью воздуха или пустого пространства. Несколько примеров, которые иллюстрируют этот принцип. Например, пример справа. Здесь у нас такой вот список, и благодаря вот этому негативному пространству и элементу, который появляется при ховере, мы обращаем внимание на вот этот объект, так как вокруг него ничего больше нет. И также пример слева. Здесь мы тоже видим такие как слова отдельно, и благодаря тому, что между ними много воздуха, каждая акцентирует на себя внимание. Плюс еще за счет цвета здесь также достигается контраст. То есть часть текста у нас такая темная, и наиболее важная информация, то есть дата и место проведения вот этого события, она выделена белым цветом. За счет этого мы сначала обращаем внимание на вот эту часть и затем уже на все остальное. Также одним из приемов для контраста является сложность. Сложность, например, формы, как в этом примере справа. Контраст с помощью цвета также применяется как для элементов сайта, так и для текста, например. Здесь у нас такое видео на фоне, и за счет того, что наложен такой как небольшой оверлей с темным оттенком, у нас хорошо читается цвет, так как между темным и светлым хороший контраст. Или, например, вот такие цветные варианты, где у нас контраст тоже с помощью цвета достигается. Если говорить про баланс, то есть 3 вида баланса: симметричный, асимметричный и радиальный баланс. Люди склонны к симметрии, то есть людям больше всего нравится смотреть на то, что симметрично по вертикальной оси. Асимметричный баланс является более динамичным, если вы хотите в своем дизайне, например, передать настроение активное, бунтарское или какое-то движение, лучше всего использовать асимметричный баланс. Симметричный баланс больше ассоциируется со стабильностью, с комфортом и легче воспринимается. Все композиционные элементы, такие как шрифты, цвета, изображения, влияют на баланс и имеют визуальный вес. Нет способа точно измерить визуальный вес каждого элемента, но мы можем интуитивно понимать, какой элемент привлекает больше внимания или меньше, какой у него визуальный вес.
А, Если говорить о балансе, мы можем достичь его с помощью размера, формы или цвета. Крупные элементы всегда привлекают к себе больше внимания и перевешивают все остальные. То есть за счет размера мы можем акцентировать что-то более важное. Благодаря форме также мы можем показать, что некоторые элементы являются легче и некоторые тяжелее. Элементы неправильной формы кажутся всегда легче, чем элементы правильной формы. Вот такая органическая фигура выглядит намного легче по сравнению с тем же квадратом, который стоит рядом с ней. Теплые цвета также кажутся тяжелее холодных. Вот синий и такой бирюзовый у нас холодные цвета, и они кажутся более массивными, более объемными. То есть это тоже можно учитывать, когда мы создаем дизайн для сайта, также для иллюстраций, например, которые являются частью дизайна. Темные объекты всегда весят больше, чем светлые. Если, например, мы используем этот принцип для заголовка какого-то, то заголовок обычно темнее, чем какой-то основной текст. Текстура. Объекты с текстурой кажутся более тяжелыми, чем однотонные, например. И также 3D-объекты кажутся более тяжелыми. Нужно учитывать это, если вы используете 3D-иллюстрации в своем дизайне, что они будут иметь большой визуальный вес. Чем дальше объект находится от центра, тем больше его визуальный вес. Также вертикальные элементы кажутся тяжелее горизонтальных. Вот можно сравнить на вот этом примере, что вертикальная полосочка кажется более тяжелее, массивнее, чем остальные элементы. И множество мелких элементов уравновешивают один большой. То есть этот принцип может быть использован для асимметричного дизайна, например. И сложность объекта придает ему больше визуального веса. Давайте посмотрим теперь эти принципы на реальных примерах. Например, сайт Apple. У нас здесь есть пример симметричного баланса. То есть у нас левая и правая часть одинаково, они в принципе равны, поэтому вызывает ощущение стабильности, доверия. Еще один пример асимметричного баланса. Вот у нас есть посередине, например, вертикальная ось, и в этом примере они не находятся прям напротив друг друга, и разный контент находится по левую часть и по правую. Но за счет того, что у нас еще здесь есть такой массивный текст, хотя картинка меньше, это у нас в целом визуально занимает столько же веса, сколько и вот эта картинка, которая побольше, но она без текста. Они находятся по левую и по правую сторону, вот этот элемент находится сверху, этот снизу, и все равно достигается таким образом баланс. Темные объекты выглядят больше, чем светлые. Например, в таком дизайне использовались вот такие элементы в качестве иллюстраций, и складывается ощущение, что вот этот объект, он тяжелый, он сейчас упадет. И те элементы, которые неправильной формы, кажутся легче. Вот такой вот элемент с текстом внутри кажется намного легче, чем, например, вот эти квадратные большие карточки. Так, негативное пространство. Негативное пространство является тем принципом, который очень важен для акцента, для того, чтобы направить взгляд.
Он даже делает дизайн более интересным, помогает с навигацией, так как человеку проще ориентироваться, когда есть какое-то пространство вокруг объектов и не нагромождено все. Также негативное пространство может создать ощущение премиум продукта. Так, например, в разных косметических или бьюти-сайтах часто используется этот прием. Без свободного пространства человеческий мозг не может сканировать так быстро информацию, и мы не можем быстро ориентироваться на сайте. Один из примеров негативного пространства — сайт также Apple. У нас посередине есть заголовок, есть призывы к действию, небольшая минималистичная картинка, и все остальное место — это негативное пространство. Таким образом, мы не отвлекаемся на какие-то другие элементы, мы в первую очередь смотрим на вот этот текст и призыв к действию. Еще один пример негативного пространства. В этом случае создается ощущение такое премиум, ощущение, что продукт какой-то интересный. И благодаря негативному пространству мы легко ориентируемся в навигации. Еще один пример негативного пространства — это вот такой вот сайт, где у нас тоже есть только заголовок и только картинка. И мы не отвлекаемся ни на что. У нас есть прайс-лист еще, который выделен цветом и формой, поэтому он тоже привлекает к себе внимание. Негативное пространство в этом случае использовано специально в качестве такого приема. Негативное пространство, например, в меньшем виде находится вот здесь. У нас отступ от иконки, от такой вот иллюстрации до основного контента значительный, что помогает лучше воспринимать вот эти вот услуги. И еще один пример негативного пространства. В одном из сайтов, который получил, кстати, награду Awards, у нас есть всего лишь заголовок, минималистичные ссылочки и все. Таким образом мы сразу обращаем внимание на то, чем занимается компания, и сразу понятно, о чем это. Сайт — это как раз пример бьюти-сайта, когда у нас негативное пространство создает ощущение премиум продукта, так как у нас только есть вот картинка и заголовок посередине. Такие большие отступы часто используются в такого рода сайтах. Еще один пример принципов дизайна — это близость. Близость может быть разная, она может быть на основе цвета, размера, формы и других факторов. Человек будет воспринимать объекты как отдельные или как находящиеся в группе, если расположить их друг от друга далеко. Люди считают, что элементы, которые находятся дальше друг от друга, не связаны между собой. И мы можем использовать этот принцип для навигации также. Объекты, которые имеют что-то общее, элементы, которые имеют что-то общее, мы можем группировать рядом. Таким образом, мы даем понять, что они относятся друг к другу. Пример близости в сравнительной таблице, тоже из сайта Apple. У нас характеристики сгруппированы таким образом, что мы четко видим, что у нас
есть 4 колонки, и это 4 разные вида ноутбук, 4 разных ноутбука. Вся информация сгруппирована по тому, к чему она относится. То есть если у нас размер дисплея, то и описание, все, что относится к этому пункту, находится ближе. И сама группа вот этих характеристик тоже отделена негативным пространством. Близость в данном примере очень часто используется в дэшбордах. Так, например, мы группируем информацию, которая похожа. Топ-перформерс, какая-то активность, календарь. Мы сразу можем заметить то, что нас интересует больше всего, и затем уже более детальную информацию прочитать. Иерархия. Визуальная иерархия — это способ структурирования и расстановки приоритетов и акцентов в дизайне. Таким образом, мы показываем порядок, по которому нужно следовать на сайте. Иерархия, например, некоторые из методов, с помощью которых можно достичь иерархии, являются масштаб, цвет, контраст, негативное пространство, также силовые линии. Если использовать, например, негативное пространство и много воздуха вокруг, это поможет привлечь внимание к этому элементу. С помощью размера, например, шрифта и его веса мы можем также построить иерархию и сделать дизайн аккуратным. Это основной принцип, по которому располагается текст. Сначала идет более важный, потом менее важный и основной, так сказать, массив текста. И вы можете написать в чате, какие приемы используются для вот этого, для этой картинки, для этого дизайна. Первый пример — это шот HoloLab. Напишите, пожалуйста, в чате, какие приемы вы здесь видите из тех, которые мы сегодня обсудили. Я дам немножко времени, буквально минутку, для того, чтобы вы могли вспомнить и рассмотреть, обнаружить их. Акцент на фото и big typography. Да, также у нас создается иерархия благодаря тому, что у нас текст большой, и дальше у нас более мелкий текст. У нас также используется прием масштаба. У нас есть разные элементы, есть более крупные элементы, есть более мелкие элементы и совсем маленькие вот такие и небольшие акценты. Далее, следующий пример вот такой. Это тоже пример из HoloLab. Какие приемы вы видите здесь? Принцип близости, контраст размеров. Да, отлично. Все так. Благодаря принципу близости мы группируем, например, навигацию, мы группируем контент, который связан между собой. Также у нас здесь есть контраст цвета. У нас, например, вот этот элемент, он больше, то есть контраст размера, и плюс по цвету он отличается от этих двух, что является контрастом по цвету. Также, если мы посмотрим на текст, то у нас больше всего привлекает внимание вот этот заголовок, потом у нас такие вот кусочки сгруппированы между собой. И еще один пример, это тоже пример из HoloLab. Какие приемы вы здесь видите? У нас здесь есть иерархия, которая достигается с помощью размера.
Также у нас есть контраст. Вот эти, например, элементы более контрастные по сравнению с вот этим, так как у них есть фон. Плюс у нас используется масштаб. У нас есть большой элемент в качестве заголовка. У нас есть также средние элементы и маленькие. И еще у нас используется тут прием близости, так как информация, которая относится вот к вот этой фотографии, находится в непосредственной близости к объекту. Итак, давайте подведем итоги к тому, что мы сегодня вспоминали, или кто не знал, что-то узнал новое. Первое — это если игнорировать основные принципы дизайна, то дизайн может быть неэффективным, он может плохо выглядеть, влиять на репутацию бренда и на репутацию самого продукта. Умение делать эффективный дизайн с помощью использования каких-то базовых принципов дизайна является основным навыком дизайнера, и эти принципы применимы ко всему, что вы создаете, будь то постер, сайт, приложение или какой-то другой вид дизайна. Стоит тренировать свой глаз, обращать внимание на то, какие принципы используются в тех работах, которые вы смотрите, которые вам нравятся. Таким образом, вы сможете в дальнейшем повторять эти принципы и также делать эффективные и красивые сайты или любой другой дизайн. На сегодня у меня это все. Если у вас какие-то вопросы, что для вас было наиболее интересным сегодня? Возможно, вы узнали что-то новое. Мы заканчиваем на сегодня. Спасибо большое всем, кто присутствовал.